Хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Артем Голбин, историк, популяризатор исторического знания. Передаю слово Артему, а сначала хочу поблагодарить Президентский фонд культурных инициатив, благодаря которому эта выставка и образовательная программа стали возможными. Артем, слово вам. Ну, я надеюсь, что все меня видят и слышат. Хорошо, я вас всех приветствую. Зовут меня Артем, и действительно мы сегодня поговорим с вами про НЭП. Точнее, не про саму новую экономическую политику, про нее можно долго рассказывать, мы поговорим прежде всего про людей. Как же людям жилось в эту эпоху, во что они одевались, что они ели, пили, как они работали, как они развлекались, какие были нововведения, что осталось старого. В общем, сегодня все об этом. Сразу давайте договоримся, если у вас будут появляться вопросы, вы всегда можете... Давайте как в школе. Для удобства поднять руку и задать вопрос, я постараюсь ответить. У меня тоже будут сегодня к вам возникать вопросы. На них, наверное, можно отвечать без руки, просто так. Договорились? Отлично. Тогда начинаем. Так, чуть больше 100 лет назад, а именно 14 марта 1921 года, советское правительство объявит о переходе к новой экономической политике, или к НЭП. Что же из себя представляет страна в этот момент, в 2021 году? Если честно, то веселого довольно мало. Большевики побеждают в гражданской войне, на тот момент это уже очевидно, однако победа эта дается очень высокой ценой. Производство разрушено, сельское хозяйство в упадке, в городах голод и карточная система, в деревне продразверстка, соответственно восстание. В общем, ситуация крайне тяжелая, если не сказать критичная. Поэтому советское правительство и решает отойти от своих первоначальных целей, сделать такой шаг назад и объявляет о новой экономической политике. 14 марта 2021 года это происходит. Ключевое слово здесь, правда, не экономика и даже не политика, а слово «новый». Я чуть дальше обязательно объясню свою мысль. Что же это значит? В области экономики продразверстку заменят продналогом, разрешат частное предпринимательство, то есть делают такой вот шаг назад к капитализму, хотя советское правительство изначально считает это временной мерой. То есть НЭП – это временная уступка капитализму для чего-то большего. Как мы знаем, советское государство создавалось с одной очень возвышенной целью. А именно, главная цель, собственно, о которой объявляли, это мировая революция и построение коммунизма. Давайте попробуем с вами, может быть, кто-то из вас мне подскажет только простыми словами, что же такое коммунизм вообще. Ну, в общем-то, абсолютно верно, да. Формулировка такая, да, мы не будем обращаться... Почти что. Мы не будем обращаться сейчас к Марксу, к общественным формациям, это не так важно. Да? И это, в общем, тоже абсолютно правильно. То есть всеобщее равенство, отсутствие каких-либо классов и сословиев, я вам скажу больше, отсутствие собственности как таковой, отсутствие денег и еще больше отсутствие государства. То есть действительно каждый в меру своих сил трудится для общества, и каждый совершенно безвозмездно от общества получает все себе необходимое. На словах звучит неплохо, согласитесь. Была с этим ровно одна проблема. Эта идея, она несколько человеческой природе противоречит. Мы все хотим себе денег побольше, квартиру какую-нибудь красивую. Но не все, конечно, большинство. Да, машину побыстрее и так далее. Соответственно, для построения коммунизма мало было разрушить старый мир, там, раздать заводы рабочим, а землю крестьянам, а нужны были серьезные изменения в обществе и, наверное, даже больше в сознании людей. Однако ни Маркс, ни Энгельс, ни последователи, ни советское правительство в то время не понимает, собственно, как эти изменения, что для этого надо сделать. Поэтому НЭП, с одной стороны, это поиск нового формата, нового общества, новой экономической модели, способов построения общества коммунистического. А с другой стороны, это период свободы. Действительно, когда были сделаны определенные шаги назад, разрешена рыночная экономика, была определенная по советским меркам довольно большая свобода, соответственно, в искусстве. Все это расцветало. Очень хорошо это будет видно, если мы посмотрим на фотографии того времени. Ну, я взял Москву, все-таки мы с вами в Москве. К примеру, вот Театральная площадь так выглядела. Или вот любопытно, это Лесная улица. 20-е годы, Москва – это современное метро Белорусское. А если мы посмотрим повнимательнее, мы увидим, что и церкви еще вполне себе стоят, неразрушенные, и ездят
конные экипажи, назовем их так. Да, еще присутствует старая имперская архитектура, но в центре кадра мы увидим уже рекламу чего? Рекламу автомобилей. То есть НЭП — это такое сочетание старого и нового. Первые попытки построения коммунизма, назовем это так, и в то же время расцвет свободы. Наверное, в советской истории будет только еще один такой период с такими вольностями, это, конечно же, перестройка, когда советское государство уже заканчивало свое существование. И вот во всем вот в этом котле, очень разнообразном, и варятся советские граждане. Советскими они стали совсем недавно, они в этот момент формируются. Об этом мы сегодня и будем говорить. Как же строился новый мир? Что же происходило, сразу скажу, было, конечно, и хорошее, и плохое. Были очень здравые и разумные начинания, говорю я, глядя с высоты нашего 100-летнего опыта, а были идеи совершенно странные. Начнем, пожалуй, с главного, с экономики. О ней мы сегодня немножечко поговорим, а потом уже перейдем к быту. В период гражданской войны большевики прибегают к политике военного коммунизма. Это очень централизованная система с распределением, с карточками, с пайками. Допустим, вы работаете в каком-нибудь, я не знаю, главгвозде, и там получаете паек, какие-нибудь продукты. Зачастую, да, это все было так. А НЭП, поскольку это откат к рынку, он активизирует рыночные отношения. В 20-е годы открываются рынки, которые до этого советской властью были запрещены. Это, например, знаменитый Сухаревский рынок. Существовал до этого столетия и в эпоху НЭПа активно продолжал процветать. Разрешаются и кооперативы, то есть, по сути, это частное предпринимательство. А государственный сектор, он уже появился, советский, скажем так, он будет дальше развиваться, но кооператоров тоже разрешают. Кооперативы еще называют артелями. В русской традиции, скажем так, это когда я, допустим, с какими-то своими, возможно, родственниками, единомышленниками, друзьями или просто знакомыми людьми объединяюсь для того, чтобы что-то производить, как в данном случае здесь производят обувь, или оказывать какие-то услуги. То есть кооператоры берут на себя функции, которые не может на тот момент выполнить государство. Государство не может обеспечить людей единовременно всем необходимым. А кооперативы и вообще частники, они гораздо более гибкие. То есть если, допустим, у нас дефицит каких-нибудь кастрюль, то кооператив жестянщиков, который до этого производил ложки или вообще какие-то детали, он быстренько переориентируется и начинает делать кастрюли. Закрывает потребности, зарабатывает деньги, люди получают товар, соответственно, государство получает налоги. Все, в общем-то, довольны. Расцветает частная уличная торговля. Тоже символ такой эпохи – это лоточники. Или еще зефирщики их называли, торговали они в основном папиросами. Собственно, были такие папиросы «Зефир», отсюда, собственно, идет и название. Разрешается и наемный труд. Куда же без этого? Государство это все, конечно, контролирует достаточно жестко, но кооперативные предприятия, вот как в данном случае магазины, они начинают возникать. Разрешалось нанимать сначала 10, а потом и 20 человек. Ну, не так, чтобы очень много, то есть все предприниматели времен НЭПа это, как бы сейчас сказали, мелкие и средние предприниматели, каких-то крупных акул и крупных частных компаний их не было и быть не могло. Но, тем не менее, бизнес развивается и жизнь меняется буквально в одночасье, в течение нескольких месяцев. Само государство тоже, скажем так, заигрывает с частным капиталом, появляются государственные компании, скажем так, с частным участием, на хозрасчете, привлекаются и иностранные инвестиции. Самое известное из таких вот государственных предприятий того времени НЭПа – это, конечно же, Моссельпром. Это Московское объединение предприятий, тут долгая формулировка, предприятий по переработке продуктов сельскохозяйственной промышленности. Ну, любили, да, в советское время вот эти длинные названия, любили и аббревиатуры. Отсюда Моссельпром. А прославится он не только своей продукцией, очень разнообразной, надо сказать. Они производили буквально все от печенья, какао, напитков, мяса до сигарет и алкоголя. Прославятся они в первую очередь рекламой. В 20-е годы это еще эпоха расцвета авангарда, и в том числе для своих рекламных кампаний Моссельпром привлекает таких людей, как Владимир Маяковский, я думаю, небезызвестный всем вам, и, конечно же, Родченко, фотограф, художник, тоже активно здесь работает. Маяковский в основном пишет слоганы, вы можете увидеть. Некоторые из них, но самый, наверное, известный «Нигде кроме, как в Моссельпроме». Все это оттуда. Впрочем, несмотря на такую яркую рекламу, несмотря на неплохие товары, государство в некоторых областях, прежде всего в области еды, в области легкой промышленности, оно с частниками никакую конкуренцию не выдерживает и выдержать не может. Вот, кстати,
Да, реклама папирос. В данном случае я выбрал лишь некоторые плакаты, их сохранилось огромное количество. Соответственно, находятся люди, естественно, очень быстро, которые находят способы это все использовать в своих интересах. А что любопытно, назовут их в советское время непманами или совбурами, советскими буржуями. Такое вот было у них наименование. Эти совбуры, действуя легально, ну или не всегда легально, находят способы и стремительно богатеют. Кто-то что-то перепродает, кто-то делает выгодные артели, их может быть много довольно-таки, и, естественно, советской власти это не нравится. Они же, уступка-то временная, НЭП, мы помним. Соответственно, образ вот этого вот непмана, в принципе, успешного предпринимателя, мы бы сегодня сказали, он начинает с первых лет НЭПа демонизироваться. То есть это непман, буржуй, это вот такой вот недобиток прошлого времени. Мы, конечно, ему сейчас что-то разрешили, но очень скоро придет время, как только они будут нам не нужны, мы от них избавимся. И время, поверьте, скоро придет. Да, вот тут такие вот образы, как тогда представляли этих самых непманов. А что любопытно, непманы тоже чувствуют, что вот этот вот период, он довольно скоротечный, поэтому стараются, ну как бы сейчас сказали, развлекаться на всю катушку. То есть свои деньги они чаще всего не откладывают, а активно используют и тратят. Об этом мы поговорим чуть дальше. Тоже любопытные открытки того времени, посмотрите, пожалуйста, типы НЭПа. Государство непманов не любит, но вынуждено их терпеть, потому что они, повторюсь, поставляют товары, оказывают услуги, которые само государство пока предоставить не в состоянии. Против непманов идет активная кампания. Их высмеивают, соответственно, в искусстве. Вот, например, театральная постановка. Тут у нас в одном углу кооператив, соответственно, а в другом, скажем так, частный предприниматель, непман. И показывают, куда надо идти. А что любопытно, к непманам советская власть причисляет абсолютно всех частников. Например, если вы живете и хотите сдать комнату в своей квартире, вы уже становитесь советским буржуем в глазах государства. Работало это именно так. А государство начнет очень быстро на непманов давить, но пока не уничтожает их как-то физически, да, не закрывает их бизнес, давит в основном либо административно, либо это налоговая нагрузка. А для частников в годы НЭПа действуют гораздо более суровые условия, чем для государственных компаний. Я имею в виду налоги, проверки и прочее. Вот такой вот любопытный кадр того времени. Как раз непман с проверяющим. Тут они, кажется, сверяют бухгалтерию. Но это непманы — это все-таки меньшинство. Мы к ним еще вернемся, пока давайте перейдем к большинству людей. Нас в данном случае интересуют жители городов. Потому что начинает восстанавливаться промышленность довольно быстро, и люди из сельской местности, куда многие в годы гражданской войны разбежались и уехали, они возвращаются в города. Городское население растет, причем растет взрывными темпами. До сегодняшнего дня, наверное, все-таки не дотягивает, но население Москвы, скажем, за 20 лет, с 21 до 41 года, оно увеличится в 4 раза. Примерно с 1 до 4,5 миллионов человек. Ну, сейчас, да, сейчас несколько иная ситуация, но население все равно растет. Итак, потребление. Как же живет большинство людей? Я уже говорил про военный коммунизм, карточки, плохое снабжение, а горожане буквально балансируют на грани голода. Историк Борис Лоский, который, собственно, застал НЭП, писал в то время про своего маленького брата. Его брат родился в годы Первой мировой войны, и Лоский писал, что тот никогда не видел белого хлеба. А булочку, маленькую пшеничную булочку, он вертел в руках и не понимал, что это такое. Он просто не воспринимал ее как еду. То есть настолько была сложная ситуация, даже с такими базовыми вещами, как хлеб. А НЭП изменит все в одночасье, как по мановению волшебной палочки. Осенью 2021 года будет разрешена частная торговля хлебом. Хлеб появится на прилавках магазинов, и все это начнет разрастаться. Причем, повторюсь, почти всю пищевую промышленность ее моментально захватят кооператоры, то есть частники. На 2024 год в Москве и Ленинграде примерно 3/4 всех булочных – это частные владения. То есть частники, причем частники работали эффективно, как я уже говорил. Но хлеб был только первой ласточкой. Ассортимент из вообще ничего буквально за несколько месяцев превращается в все, что хочешь. Любой каприз за ваши деньги. Вот фотография магазинов времен НЭПа. Но ни о каком дефиците, по-моему, тут говорить нельзя. Появляются сладости, которые уже успели подзабыть, появляются крупы, молочка и все остальное. Появляется и мясо. Причем
не просто какое-то одно, как знаете, мясо и мясо, а мясо самых разных сортов. Вот мясная лавка. Выбор, согласитесь, большой, но сразу же возникает другая проблема. Это все частное. Соответственно, и цены тут тоже будут не государственными. Это моментально вызовет в обществе напряжение. То есть представьте себе какого-нибудь рабочего или красноармейца. Мы, значит, здесь революцию устроили, буржуев скинули. Но тут прошло несколько лет, вот они буржуи ходят, вот эти вот непманы. Вот они магазины, пожалуйста, изобилие, но ничего не купить, просто нет денег. Естественно, было недовольство. Это, разумеется, было так. Еще один артефакт, получивший огромное распространение в то время, это авоська. Я думаю, кто-нибудь догадается, от какого слова она происходит? Авоська. Да, правильно, абсолютно точно. Очень удобная плетеная сумочка, ее убирали в карман. Ну, ее можно всегда было взять с собой за неимением полиэтиленовых пакетов тогда. И да, что-нибудь там, может быть, удастся зацепить. Государство это все видело, государство пыталось найти выходы. В том числе в 20-е годы очень популярно, не очень популярно, а активно пропагандируется вегетарианство. Выходят брошюры из разряда «100 блюд из сои». Что-нибудь в таком ключе. Но народ, конечно, обмануть сложно. Тогда же начинает набирать популярность, и вообще будет очень популярно в советское время кролиководство. Да. Тоже огромное количество литературы. Помним, что кролик – это не только ценный мех, абсолютно точно. И именно так, причем кроличье мясо в 20-е годы возникает в какой-то момент в магазинах, то есть кролиководство дает плоды в большом количестве, но люди его не берут. Потому что это сейчас, в общем, диетическое питание, деликатес и прочее, сейчас оно довольно дорогое, а тогда народ считал, что его обманывают. Вместо какой-нибудь коровы привычной подсовывают непонятно что, тушку этого несчастного кролика. Естественно, едой, только продуктами все не ограничивается, моментально возникают рестораны в большом количестве, причем самые разные. Самые роскошные, разумеется, частные. Вот один из них — ресторан «Слон». А если почитать советскую прессу того времени, то можно увидеть, что в этих ресторанах творится черти что. Разврат, пьянство и прочие не очень приятные вещи. С другой стороны, люди, прежде всего непманы, у которых деньги-то имеются, они разбогатели, они активно эти места посещают. То есть поток клиентов, он имеется. Вот, пожалуйста, 24-й год, пожалуйста. Тут, в общем-то, без подписи, наверное, если я попросил назвать вас год, то могли бы возникнуть сложности. Не совсем понятно и вполне, в общем, по-европейски оркестр, столики, нарядно одетые люди. Советская власть и здесь не остается в стране, и как альтернатива вот этим вот буржуазным частным ресторанам предлагает систему, которая вошла в историю под названием НАРПИТ – система народного питания. Опять сокращение. Идея была в том, тут надо было убить двух зайцев. Во-первых, создать систему питания для людей удобную, причем общественную. А во-вторых, одна из первых целей советской власти – это сбросить с женщин оковы кухонного рабства. В советское время женщины уравниваются в правах с мужчинами. То есть в этом смысле Советский Союз был, наверное, одной из первых стран, где это полноценно произошло, причем без всяких движений, там, суфражисток, как это было в Англии, например. Женщина становится равна мужчине абсолютно во всем в плане гражданских прав. И советская власть считает, что не дело женщине находиться на кухне, как это было тогда, вот, до революции. Поэтому создается система НАРПИТа и создаются так называемые фабрики кухни. Одна из первых, она у вас как раз на экранах. Это Иваново-Вознесенск. Город, они потом появятся по всей стране. Там, используя передовые достижения научной мысли, скажем так, с целью накормить людей и освободить женщин от кухонного рабства, они функционируют. Это, по сути, такие вот столовые, но только рассчитанные на трехразовое питание. В принципе, человек советский того времени мог вообще дома себе ничего не готовить и не есть, питаться только на этих фабриках-кухнях. Другое дело, качество, конечно, было спорным. Достаточно, но вот как альтернатива такая была. Есть деньги, идешь в ресторан частный с вальсами Шуберта и хрустом французской булки. Нету денег, питаешься на постоянной основе на этой фабрике кухни. Еще одно необычное явление эпохи того времени – это домашние обеды. Домашние обеды. Частная инициатива, она процветала повсюду, поскольку это разрешили, повторюсь, это было легально на тот момент. И многие люди этим воспользовались, они просто готовили что-то у себя дома, допустим, пока вот мама и бабушка готовят или кто-то еще. Еще один человек выходит на улицу и, как, знаете, сейчас промоутеры раздают какие-то листовки, просто зовет людей за умеренную плату присоединиться и пообедать.
Такая вот уникальная практика, ни до, ни после такого в советское время не было. А есть должны были советские люди, по мнению советской же власти, не абы с чего, а, конечно же, кто-то наверняка видел в экспозиции, с агитационного фарфора. Такое тоже очень любопытное явление, здесь смесь авангарда, скажем так, с пропагандой. Я уже сказал, не знало советское правительство, каким образом людей вот к этому коммунизму, к новому мировоззрению, мышлению привести, и первоначально действовало довольно осторожно, скажем так, по принципу надо человека полностью во все это окунуть. То есть доедаешь ты свой обед, да, на орбите где-нибудь в какой-нибудь столовой, и видишь там надпись «Кто не работает, тот не ест». Ну, довольно поучительно. Или читаешь, попробуйте прочитать, вот тарелка, которая с серпом и молотом, со звездой, там еще так не сразу разберешь, но мысль очень дельная. Очень дельная, там написано «Пропади буржуазия, изгинь капитал». Присмотритесь. Разумеется, фарфор был далеко не в каждой столовой, это все-таки элитная посуда, однако подобные узоры, они присутствовали и на более дешевых тарелках. Производила в данном случае фарфор фабрика, которая благополучно пережила революцию и действовала знаменитый императорский фарфоровый завод еще аж с 18 века. С едой, да, если есть вопросы, пожалуйста, напоминаю, их всегда можно задать. С едой, наверное, мы разобрались, перейдем к внешнему виду. Одежде и все, что с ней связано. Герберт Уэллс, я тут немножечко процитирую, который Советский Союз, точнее Советскую Россию тогда еще посетил, в 20 году писал, что люди-то обносились. Вряд ли у кого-то найдется во что переодеться. То есть одежду в годы военного коммунизма, как и еду, распределяли централизованно. То есть можно было получить на работе вот паёк, а можно было получить какую-то новую одежду. И символ той эпохи – это старьевщики, потому что люди как могли штопали, ремонтировали свою одежду, а когда уже совсем ничего с ней было сделать нельзя, она превращалась в лохмотья, это все сдавалось старьевщикам. Это такие персонажи, которые в том числе и в крупных городах ходили, да, со своими тележками, баулами и скупали за копейки уже какой-то совсем ненужный хлам, с целью его потом где-то сбыть и перепродать. А НЭП меняет и эту ситуацию. И здесь, как и в случае с едой, на сцену выходят частники. Кооператоры в стране, в Советской России начинают работать швейные фабрики, и более того, начинает развиваться высокая мода. Это может прозвучать очень странно, но если мы посмотрим на остальной мир, то это период ревущих 20-х. Это период парижской моды, это период роскошных вечеринок, и, конечно же, непманы, у которых есть деньги, хотят одеваться, ну или их жены, да и мужчины тоже хотят, как в лучших домах Парижа. А более того, потребителем элитной одежды, потребителями становится и новый класс, новая прослойка, о которой сразу и не подумаешь. Огромной популярностью вот эти зарубежные наряды пользуются, ну, во-первых, у непманов, а во-вторых, у жен партийных деятелей. Естественно, старая власть, старая буржуазия, чиновники, они революцией были сметены, но тут же на ее месте начинает возникать новая бюрократия, номенклатура, так называемая советская, в 20-е как раз формируется, и эти люди, получив власть, влияние и, конечно, средства, тоже хотят выглядеть соответствующе. А если мы говорим про высокую моду, то вот этот стиль, который вы видите сейчас на экране, он назывался гарсон, как раз парижский стиль. Основная его идея в том, что эталон красоты женщины, она должна выглядеть немножечко вот как, ну, гарсон — это мальчик, как парень. Да, соответственно, дамы применяли специальные средства, чтобы максимально сгладить грудь, сейчас наоборот подчеркивают, носили шляпки, носили, обязательно практически был какой-нибудь искусственный цветок в эту шляпку интегрированный, обязательно нитка жемчуга, ну, желательно натурального, если нет, то какая-нибудь бижутерия, которая шла до живота. Такая вот любопытная стилистика. А также в моду у дам входят именно тогда, в годы НЭПа, по крайней мере в России, и элементы мужского гардероба. Например, мужские шляпы, мужские брюки. Это все становится, скажем так, в порядке вещей. Здесь, конечно, и рабочая культура тоже помогает. А вместе с одеждой приходит и возвращается, точнее, в жизнь советских людей и косметика. В 1922 году возрождается знаменитая фабрика Бракар. Она существовала еще до революции и, собственно, производила парфюмерию. А в 1922 она возвращается под новым названием
Сейчас я его полностью зачитаю, одну секунду. Государственный мыльно-парфюмерный завод номер 5. Но очень быстро поняли, что название как-то не очень, и стала называться «Новая заря». Кто-то, может быть, назовет самый известный их продукт. Вышел тогда же, в 25 году. «Красная Москва», абсолютно верно. Да, ходила, во всяком случае, такая легенда. Легенда, что, дескать, ее с еще бракаровских духов, которые он создавал к 300-летию дома Романовых, любимый букет императрицы, его, дескать, скопировали. А сейчас зачитаю описание той эпохи, как раз Красной Москвы, это потрясающе. Красная Москва содержит более 60 составляющих и имеет сложную пирамиду запаха, состоящую из нескольких уровней. Тонкий, теплый, благородный аромат с оттенком флёр-де-оранжа. Не знаю, может быть, есть здесь те, кто с этими духами знаком, скажем так. Я не могу сказать, что я ими пользовался, поэтому, да, судить вам, насколько это описание соответствовало истине. Тем не менее, косметика стала пользоваться у дам, разумеется, огромной популярностью, и, забегая вперед, скажу, что советская промышленность эту потребность дам в красоте, в косметике, она до конца Советского Союза полностью закрыть не сможет. Какие-то вещи всегда будут в дефиците. Но в целом уровень гигиены, уровень пользования всеми этими мыльно-рыльными, назовем их, принадлежностями, он действительно повышается. Потому что параллельно идет пропаганда. Активно здесь государственные интересы совпадают с частными, активно государство пропагандирует здоровый образ жизни и элементарные правила гигиены, потому что даже такой, в общем, несложной вещи, что надо мыться хотя бы несколько раз в неделю, да, мыть руки, не плевать на пол, все это людям не всем было знакомо, скажем так, и государство прикладывает огромные усилия, чтобы людей к этому приучить. Ну да, вот не брать в рот чужую посуду. Ну, казалось бы, очевидная вещь, но нет. Тогда же, кстати, в 20-е годы в Москве, Ленинграде и других городах массово на улицах начинают появляться плевательницы. Ну, то есть сооружение, похожее на урну, не взял я картинку, к сожалению, да, куда можно было сплюнуть, как нетрудно догадаться. Мужская мода не сильно отстает от женской, и ее двигатели также Непманы. У мужчин в то время в большой моде так называемые брюки Оксфорд или оксфордские штаны, такие вот мешковатые, можно их увидеть. Они делаются либо из серой ткани, либо в какую-то клетку, это особый шик. У франтов это брюки-клеш, позаимствованные у матросов, то есть широкие брюки. Еще в большой популярности ботинки, как на этих господах. Ботинки Джимми они назывались, которые делались из очень светлой, практически желтой кожи. Я думаю, такие ботинки вы могли увидеть в кино, конечно же, у Остапа Бендера. Собственно, произведение, до литературы мы скоро дойдем, произведение «12 стульев», оно тоже написано в годы НЭПа, и Бендер, он такой идеал, можно сказать, воплощения той эпохи. Стильный, наглый, предприниматель, деятельность его, скажем прямо, не совсем легальная, тем не менее он упорно к своей цели идет и добивается определенных успехов. Я уже говорил про скоротечность, соответственно, эпохи НЭПа, про то, что Непманы это чувствовали, поэтому они не экономили ни на ресторанах, ни на еде, ни на одежде, наоборот, они этим кичились. То есть одежда, она всегда демонстрирует нашу принадлежность к какому-то, не знаю, обществу, прослойке, и Непмана как раз можно было очень легко отличить по сукну. Надо сказать, что у обычных людей подобная фронтоватость, она вызывала, конечно, крайнюю неприязнь. То есть вот буржуев, уже говорил, мы победили, но они снова возродились и ходят. При этом затронула это и партийных работников история. Например, рабочие на одном из московских предприятий предъявляли обвинение сыну Григория Зиновьева. Сейчас я процитирую, что там было. Их очень раздражало, что его сын ходит в приличном костюме. То есть вот настолько. Тем не менее, и среди советских руководителей были модники. Один из таких вот главных – это Сергей Киров. Небезызвестный, главный, наверное, модник всего политбюро того времени. Причем эта вот неприязнь, она распространялась не только на костюмы, но и на другие элементы гардероба. Например, Киров был человеком дальнозорким, но носить очки тогда считалось неправильным. Считалось, что это уже вот признак вот этой чуждости и враждебности. И Киров, нет ни одного фото его в очках, хотя его дальнозоркость – это исторический факт, а тексты он себе, когда читал по бумажке,
не видел вблизи, текст он себе писал специально или ему писали крупными буквами, лишь бы этих ненавистных очков не надевать. Что происходило у Непманов, понятно. Что же происходило в государстве? Естественно, оно такой стиль одежды не приветствовало, и надо было чем-то отвечать. Ответы, разумеется, были. Ну, опять же, большие пропагандистские кампании, это само собой, видите, здесь вот настоящая гражданка Советского Союза останавливает вот эту вот развращенную буржуазную даму. А символ той эпохи – это красный платок. Ну, красный – цвет революции, цвет советского флага. Я думаю, здесь все понятно, но в среде молодежи особенно, которая разделяет идеи советской власти, эти красные платки безумно популярны. Все комсомолки поголовно входят в них. В них ходят и звезды той эпохи. Тут еще один знаменитый плакат. Это, я думаю, вы знаете, конечно, Лиля Брик. Еще один дико популярный элемент одежды в то время, как раз противовес вот этому неповской роскоши, это так называемая юнгштурмовка. В ней тоже повально ходят комсомольцы. Это такая вот куртка, некая смесь гражданской одежды с военной тематикой, с военным кителем и, соответственно, элементами военного гардероба. Соответственно, юнгштурмовка и красный платок – это люди идейные, стиль карсон и мешковатые штаны – это элементы нам враждебные. Но, опять же, это не большинство. Большинство людей, как одевалось, в общем, так и продолжало, хотя и тут были свои нововведения. Тоже есть в экспозиции, насколько я помню, это агитационный текстиль. У нас уже был фарфор, да, мы про него поговорили, а тут вот текстиль. Подумали, что горошек, какая-нибудь полосочка, клеточка – это все пережитки прошлого, это мелкобуржуазно, и нам такого не надо. Нет, мы лучше сделаем трактора на нашей одежде, ну, тут можно увидеть. СССР, серп и молот, в правом верхнем углу сбор урожая хлопка, соответственно. То есть, да, ты ешь с тарелки, где написаны какие-то революционные идеи, и одеваешься так же. Случались очень необычные дизайнерские решения. Вот, например, роскошная одежда с дирижаблями, скажем так. Да, в моде милитаристская вот эта история, учитывая Первую мировую, учитывая гражданскую войну, она тоже оставалась в моде. То есть кожанки, они встречались и у тех, и у других, и у Непманов, и у сторонников, скажем так, советского курса. Да. Но, повторюсь, большинства людей это все-таки не касалось. Если мы, опять же, посмотрим на снимок того времени, это совершенно обычная одежда, разве что вот красные платки, ну, на черно-белом фото мы, конечно, не увидим, разве что красные платки, они на этом фоне выделялись. Про еду поговорили, то есть мы с вами поели, оделись, обулись, теперь надо где-то жить, тоже неплохо. Переходим к квартирному вопросу. Цитируя, да, Булгакова, который говорил это устами Воланда, что люди такие же, но квартирный вопрос их испортил. Это было вполне справедливо. А в годы гражданской войны города пустеют. Кто-то сбегает в деревню, там получше с продовольствием, кто-то эмигрирует, кто-то погибает. В общем, довольно большое количество жилплощади простаивает. Советская власть решает, что непорядок, что это оно тут так простаивает, и начинает в пустующие квартиры людей заселять. Но людей, конечно, гораздо больше, чем квартир, поэтому свободные апартаменты, назовем это так, быстро заканчиваются. Выходом становится уплотнение. Опять же, возвращаясь к Булгакову, «Собачье сердце», товарищ Швондер. Это значит, что если у вас была, допустим, квартира в 5 комнат, к вам приходили такие вот товарищи и говорили, что непорядок, 5 комнат-то. Как так? У вас тут всего 2 живет, у нас по нормам 8 метров на человека. Сейчас мы сюда вам еще кого-нибудь подселим. Каких-нибудь рабочих, ударников, вариантов было масса. И Преображенский, да, это такой действительно фантастический персонаж в своей 7-комнатной квартире. А так начинается и продлится все советское время эпоха коммуналок, коммунальных квартир. Справедливости ради, коммуналки были и раньше, до революции, сдавались они по комнатам, особо неимущие снимали угол в комнате, то есть в одной комнате в несколько углов, могло даже несколько семей ютиться, но именно тогда, в советское время, это явление становится массовым, по-настоящему массовым. Но лучше этой иллюстрации, мне кажется, ситуацию показывает ровно одна фотография. Присмотритесь, пожалуйста, здесь, если кто-то не видит, давайте я озвучу. Тут подпись к ней. Это семья, соответственно. Это квартира рабочего стахановца товарища Волкова. 12 метров на 8 человек.
Можете себе представить, то есть вот в таком вот пространстве жило, ну, судя по всему, 3 поколения. 3 поколения, и товарищу Волкову, судя по подписи к фото, дали все-таки новую квартиру. Такие случаи единичные. Квартирный вопрос становится безумно острым. А площадь, вот эти нормы 8 метров, это на начало 20-х. Они будут постоянно падать. А если в 20-е это 8 метров, то к началу 30-х уже 6, а к концу 30-х 4 метра на человека. Людей будут расселять везде, где только можно. В подвалах, чердаках, на лестничных клетках. Зачастую выделяли ванну, то есть вот в коммунальной квартире ванна, и там тоже живет семья. И это был, поверьте, не самый плохой вариант. Развивается промышленность, ведутся стройки, и на самом деле большая часть страны живет даже не в квартирах, пускай и в коммунальных, она живет во временном, как тогда называлось, жилье, а именно в бараках, либо в случае с какими-то предприятиями в общежитиях. Я нашел, когда готовился, очень любопытный отчет. 24-й год, Ленинград. Вот, кстати, классическое общежитие того времени. Значит, сейчас скажу, на каком это было производстве. Отчет Ленинградского отделения в ЛКСМ, то есть комсомольцы, 24-й год. В среднем у 60% комсомольцев нет не только отдельной комнаты, нет, у них нет отдельной кровати. Вдумайтесь. Спят либо по двое валетиком, это вот классическая поза, либо по очереди. Настолько была сложная ситуация. Конечно, и послевоенная разруха, и рост городского населения, все это накладывается. Советская власть эти вопросы пытается решить, и параллельно, я напоминаю, нам надо строить новый быт. Выходом становится так называемые, одна из первых идей, тоже из 20-х, тем 30-е, это дома коммуны. Дома коммуны, некоторые из них сохранились, один из известных на Орджоникидзе. Дом коммуна. А здесь у нас соединились в синтезе идеи коммунального общежития и идеи построения нового общества. Подразумевается в проекте этих домов, можно посмотреть некоторые эскизы, что, в общем-то, человеку никакое личное пространство, по сути-то, особо и не нужно. Ну, максимум своя комната. Дом коммуна, значит, у вас там есть своя комната, естественно, общий санузел, естественно, общие столовые, общее общественное пространство. То есть, как бы у себя вы только спите, хорошо, если не с соседом, а питаетесь, развлекаетесь, занимаетесь спортом, учитесь и так далее, все совместно. Что любопытно, сегодня это такой формат тоже существует, называется каливинги. Может, кто-то слышал, когда молодые люди тоже вместе. Да, ну, как сказать, в данном случае тут не вверх, тут вширь. Это все было довольно обширно. Конечно, сейчас, да, небоскребы, сейчас дома сейчас гораздо выше, это все понятно. Но сейчас что за люди за это еще и платят, напомню. Советская же власть, кстати, квартплату отменит, но не для всех. Если вы живете в общежитии или вот в рамках уплотнения, если вы социально, так сказать, благонадежный элемент, то у вас квартплаты не будет. А вот если вы НЭПман какой-нибудь или вообще любой частник, или решили комнату сдать, то что у кого-то все-таки каким-то чудом квартиры оставались, они их сдавали, то все, привет. Там будут и коммуналка, будет налог, все это было так. То есть советская власть объявила о бесклассовом обществе, но, точнее бессословном, извините, но вместо сословия у нас появились классы. Рабочий класс – хорошо. А если не трудовой элемент, все гораздо хуже. Да, некоторые дома коммун сохранились, можно их увидеть так, здесь на иллюстрации. Помимо того, помимо жилья для рядовых советских граждан, естественно, строилось жилье и для элит, тех самых чиновников, номенклатурщиков и прочее. Это были в тот период жакты. Жакт расшифровывается как жилищно-арендные кооперативные товарищества. А тут есть два варианта. Либо люди сами вкладывают деньги, собственно, кооператив – это, думаю, довольно известная история. Либо государство строит дом, сдает в аренду квартиры, естественно, не всем, а кому надо, а люди их там снимают. В этих условиях, да, селятся там далеко не все, только элиты, и если в начале 20-х боялись товарища Швондера, то в жактах ему на смену приходит товарищ Босой. Опять же, вспоминая Булгакова. Очень много он про это написал. То есть человек, который председатель того самого кооператива, он имеет очень большую власть. Кому-то может лишнюю комнату, лишние метры докинуть, кого-то убрать, кого-то выселить. В общем, да, и здесь советская бюрократия берет верх. Но, повторюсь, даже такой вот вариант, он был крайне недоступным. И рядовой какой-нибудь рабочий туда попасть фактически не мог только за какие-то особые заслуги, вспоминая того же Стаханова, уже позже, в 30-е годы. Что ж,
Переходим, наверное, к повседневности, а именно к жизни. Как же протекала жизнь советского человека в эпоху НЭПа? Одно из первых действий советской власти после революции – это, конечно же, борьба с религией. Все религии, православие, конечно, основная была в Российской империи вера, но советская власть одинаково не любила все религии. Католиков, буддистов, мусульман, там большой разницы не было. С первых лет начинаются и в 20-е годы активно проходят антирелигиозные кампании. У церквей реквизируют имущество, в основном ценности, конечно, что-то, что можно продать, но в то же время ни в 17-м году, ни в 20-е годы массово храмы не закрывают. Церкви в массе своей продолжат работать до начала 30-х, а некоторые и все советское время будут работать, такие случаи тоже были. А жизнь дореволюционного человека в России, она неразрывно с церковью связана. Рождение, вступление в брак, рождение детей, смерть – все это сопровождается определенными религиозными ритуалами. Советская власть с этим решила бороться, тоже посчитала, что это непорядок. Идет антирелигиозная кампания, церковников представляют, да, такими вот тоже пособниками старого режима, мракобесами, которые народ, значит, одурманивали и оббирали. Но надо что-то дать на смену. Сначала делают акцент на науку, материализм и атеизм. Собственно, это тоже активно насаждается и в школах, на предприятиях, производствах. Вот, пожалуйста, дети пишут простые истины. Выходят соответствующие журналы и появляются соответствующие общества. НЭП – это еще эпоха, да, различных творческих и, скажем так, политических организаций. Я хочу показать ровно один кадр. Это, с позволения сказать, проект или акция «Общество долой стыд». В Москве, прямо напротив храма Христа Спасителя, на берегу, тогда он еще, собственно, не был уничтожен, взорван, был открыт нудистский пляж. Пожалуйста. Да, такой вот очень интересный пример. Проблема была в том, что люди быстро так от религии отойти не могли. Это чисто невозможно. Мне как-то попалась информация, документ 17 века. Там какой-то батюшка жалуется митрополиту о том, что у него мужики в деревне сначала идут в церковь в воскресенье, а потом, выйдя из церкви, идут в лес и там молятся идолам своим, то есть язычество. И это 17 век, то есть христианство на Руси уже очень долго. Естественно, советская власть за несколько лет, она искоренить религию, веру в народе никак не могла, хотя очень старалась. Тогда советские руководители пошли путем, собственно, христианских проповедников. Ведь христианство, когда только распространялось, оно брало на вооружение многие языческие праздники, чуть-чуть их видоизменяло, и получалось что-то уже христианское. А советская власть пошла абсолютно тем же путем. Во-первых, у церкви отняли все сколь-либо важные для человека функции. Вместо венчания у нас ЗАГС. И аж в 18 году он появится. А вместо крестин, соответственно, вместо именин будут октябрины и звездины. А здесь надо упомянуть еще про такой важный момент, как личная жизнь, то есть отношения мужчин и женщин. А на эту тему в советское время идут очень серьезные, в 20-е годы идут очень серьезные дискуссии под названием «Половой вопрос». Как раз такой вот перформанс комсомольцев. Да? Точку в этих дискуссиях поставит брошюра. Она выйдет в 1924 году, 1924, и она будет называться «12 половых заповедей пролетариата». Здесь вот можно увидеть небольшой отрывочек из нее. Если вкратце, то, в общем, можно было все и со всеми. Все это никак не осуждалось, и если раньше до брака какие-то отношения близкие были непозволительны совершенно, это осуждалось, в том числе и церковью, то в 20-е годы от этого отходит. Наоборот, это, можно сказать, приветствуется. Очень быстро поймут, что это безобразие, и уже к концу НЭПа вместе с НЭПом половой вопрос в Советском Союзе отпадет, скажем так. Мы же, да, переходим, съехало немножко, как раз-таки звездины и октябрины. Как проходила красная свадьба? Давайте мы до звездин и октябрин, тоже дети родились, давайте все-таки немножечко про красную свадьбу я сейчас, с вашего позволения, прямо процитирую. Как проходила свадьба в церкви? Соответственно, платье, обряд венчания, гости, потом все празднуют. Как это проходит в советское время? Как раз-таки воспоминания об одной из таких свадеб. Естественно, сначала роспись в ЗАГСе, оттуда выражение «расписаться» пошло. А далее следующее. Все-таки нужно было какой-то ритуал провести, поэтому так. После избрания президиума, в
которые вошли новобрачные и секретарь местной партийной ячейки, делается доклад о значении свадеб в новом быту. После доклада новобрачные, взявшись за руки, выходят вперед, за ними развивается комсомольское знамя. Они читают договор, где написано, что она беспартийная работница, он технический секретарь и партийный, коммунист, что они вступают в союз по взаимному согласию и обязуются жить честно, воспитывать детей гражданами СССР. А здесь же идут подарки от женотдела «Одеяло», от завода управления «Отрез сукна», от культкомиссии 3 книжечки: «Азбука коммунизма», «Дочь революции» и «Вопросы быта». Такая вот свадьба. Собственно, в таком же ключе проходит и «Звездина» и «Октябрина». Это что-то вроде крестин. По-советски там тоже есть президиум. Вот они хорошо видны на снимке. Там, соответственно, есть торжественная часть с речами, там же детям дают имена. Имена тоже решают, что старые имена, там Петр, Павел, Иван и прочее, это все не наше. У нас имена будут новые. Ну, я думаю, что все слышали чудесное Дроздоперма, да, там Революция, Октябрина, Трудомир и так далее и тому подобное. Могли назвать, да, как опять же у Булгакова, Кларой или Розой. Да. Это был еще не самый плохой вариант. Но поскольку эпоха у нас свободная, я уже про связи рассказал, присутствуют и другие вольности. Еще одна интересная история. В 1922 году в Петрограде, тогда еще Петрограде, в органы приходит донос, что на какой-то квартире собираются люди в большом количестве, мужчины, многие из них морские офицеры, то есть явно что-то там нечисто. Чекисты, разумеется, решают проверить. Там недавно было Кронштадтское восстание, которое подавили. Может, там какой-то заговор, какая-то тайная организация. Они вламываются на эту квартиру и видят там такую вот картину. Мужчин в женских платьях. Все эти люди были схвачены. Они сказали, что они праздновали особую мужскую свадьбу, назовем это так. А в итоге их отпустили, потому что гомосексуализм никакие советские законы тогда еще не запрещают. Если мы посмотрим на законы 20-х годов, мы еще к ним обязательно перейдем, то увидим, что было очень свободно, даже по сравнению, некоторые вещи с ними было даже проще, чем сейчас. Некоторые были такие законы. Одновременно с этим, чтобы мы уже закрыли тему про брак, я скажу, что СССР — это первое государство в мире, где легализовали аборты полностью. То есть полностью, опять же, одним росчерком пера это было разрешено, хотя и здесь очередная советская двойственность, мы как бы разрешаем, но в то же время осуждаем. С одной стороны это разрешено, с другой стороны идет широкая кампания, как вот с личной гигиеной это было, так и здесь широкая кампания, которая рассказывала советским гражданам и гражданкам, как правильно воспитывать детей. Да? Что их нельзя поить, допустим, коровьим молоком грудных, что да, там чистота, тепло и так далее. Все это было. Что любопытно, аборт никак не повлияли на рождаемость, она будет расти в 20-е, в 30-е годы. Да, или вот еще такой агитационный плакат. Очень упростила советская власть и такое мероприятие, как развод. В Российской империи развестись было очень тяжело. В советское время развод стоил дешевле, чем за развод платили около 6 рублей. Для сравнения, за утерянный паспорт 30. То есть за один паспорт можно было 5 раз развестись. С этим тоже впоследствии уже в 30-е годы разберутся, разводы будут осуждать и запрещать, но тогда и вступление в брак, и буквально можно было сделать это одним днем. Наконец, еще один момент – это, конечно же, проводы в последний путь, смерть и похороны. Как ни странно, в эпоху НЭПа советское руководство говорит о смерти как о чем-то весьма постыдном. Считается, что вот умерший, если, конечно, он не был видным деятелем, как здесь товарищ Ленин, да, что умерший, он как бы прекратил борьбу, да, он выбыл из этой гонки, а уж если самоубийство, то вообще это прям страшно. Против, в том числе, вот Есенин, мы знаем, что когда его не стало, очень сильно он в советской прессе осуждался за то, что вот самостоятельно из жизни ушел. В Советском Союзе это тоже одно из, точнее не одно, а первое государство, где официально заработала также в 20-е годы сеть крематориев. То есть кремация становится, что было в Российской империи буквально недопустимо и кощунственно, становится совершенно нормально. Более того, звучат идеи о том, что надо бы вообще, зачем нам кладбища нужны, тем более вот эти старые, давайте-ка мы их уберем, а землю используем подо что-то еще. Самый известный пример – это современное метро «Сокол», парк героев Первой мировой войны. Может быть, кто-то там был, знает, там, собственно,
собственно, до конца 20-х годов было кладбище людей, которые погибли в той самой Первой мировой войне, а потом из него сделали парк. Такой вот любопытный пример. А с другой стороны, появлялись и новые некрополи, потому что рождались новые легенды, были новые лидеры. Самое известное — это, конечно же, некрополь у Кремлевской стены, где хоронили всех видных партийных деятелей. Что ж, с повседневностью разобрались, но забыли про самое главное — труд. Ведь у нас государство трудящихся с вами. И никакой НЭП этого не отменит. Надо сказать, что в смысле труда советская власть очень много людям дает. Все те вещи, которые нам сейчас кажутся привычными, например, 8-часовой рабочий день, небезызвестный, или отпуск, или декретный отпуск, или больничный, или пенсия, все это появляется именно в советское время. То есть государство трудящихся и о трудящихся действительно думают. Про отпуска сейчас тоже поподробнее поговорим, но и здесь, причем в 20-е годы сокращается рабочий день. Сначала 8 в начале, а к концу 20-х годов уже 7 часов. Планировали вообще сделать 6 и 5-дневную рабочую неделю, но, как водится, что-то пошло не так. Были и здесь эксперименты, причем совершенно сумасбродные. Я представляю вашему вниманию непрерывку. Так называемый непрерывный календарь. Как раз с конца 20-х годов он появится. Суть его была в следующем. Можете выбрать себе, вот тут у нас 1, 2, 3, 4, 5 цветов. Можете выбрать себе любой цвет, какой вам больше нравится. Вот мне, например, синий возьму. Так вот, конечно, выбирали не вы, выбирало начальство на заводе или в колхозе, на предприятии производства. Так вот, ваш день, который вы выбрали, синий в моем случае, это ваш выходной. То есть общество всех трудящихся делили по цветам. Все остальные дни вы работаете, соответственно, все дни я работаю, в синие дни я отдыхаю. Были общие праздники, но их было не так много. Конечно, 1 мая, куда же без него, и годовщина революции. Великой социалистической Октябрьской революции. Таким образом обеспечивался, заводы не простаивали. То есть каждый из дней, ну вот за исключением 1 мая и 7 ноября, кто-то был на рабочем месте. В то же время каждый из нас с вами, он работал только 4 дня. Соответственно, 5-й день был его выходным. 4-дневный рабочий день. Не прижилось это, хотя идея была любопытная. А как вы думаете, кстати, почему? Правильно, конечно. У меня выходной синий, у моей жены, например, красный, у моего друга зеленый, и поди встреться. Вот 1 мая и встретитесь. Конечно. Да. Именно. Несмотря на все это, да, это все не приживется, несколько лет просуществует такой вот порядок, станет понятно, что это все не работает, вернуться к привычной нам 7-дневной неделе. А несмотря на это, у людей появляется свободное время. 8 часов рабочий день, 2 выходных уже, очень неплохо, потому что в Российской империи работали по 12 часов и по 6 дней в неделю. А если у человека появляется свободное время, значит, он будет его как-то проводить. А как он его будет проводить? Это очень важный вопрос. Мы, товарищи, не можем досуг пустить на самотек. Нам надо нового человека создавать. И делать это надо и в рабочее время, и тем более в свободное. Так что давайте немножечко поговорим о советском досуге. Вообще в видах развлечений начнем, наверное, с самого банального, но в то же время самого известного – это, конечно же, чтение. Новому государству нужна новая литература. В 20-е годы активно идут кампании ликбеза, то есть ликвидации безграмотности, потому что с грамотностью в Российской империи проблемы. Людей учат писать, читать, и, соответственно, запрос на книги он возникает. И запрос от государства на новую литературу, новых героев своей эпохи. Собственно, именно тогда и появится так называемая революционная романтика. Революционная романтика – такие произведения, как «Республика Шкит», например, посвященная беспризорникам, или «Красные дьяволята». Кстати, кто знает, вот «Красные дьяволята», книжка, это у нас 23-й год, Павел Бляхин. А какой фильм по ней сняли? Очень известный. Верно, «Неуловимые мстители», абсолютно точно. Это и «Красные дьяволята» издаются, конечно, и зарубежные произведения, но тут не обходится без цензуры, причем цензура порой странной. Например, товарищ Луначарский, нарком просвещения, очень не любит товарища Дефо. Запрещают в 20-е годы книгу «Робинзон Крузо». По совершенно потрясающей причине, по мнению руководства советского, Робинзон Крузо был индивидуалистом. То есть что это он там один у себя на необитаемом острове выживал? Вот если бы... Пятница, да, появился, но не сразу, конечно. Если бы в коллективе, так сказать, все вместе, вот тут другое дело. То есть, да, такие вот странные были эксцессы, но в целом людей научили читать. Именно тогда читать и писать. Советская литература будет зарождаться именно в то время. Гораздо сложнее дело обстояло с театрами.
с театрами. Потому что рабочий класс, он театры не посещал. В театры у нас ходила интеллигенция, дворяне, но они-то все уже либо за границей, либо в других неприятных местах. По отчету по Петрограду за 22 год систематически пустует более половины мест в театре на каждом спектакле. То есть народ туда не идет. Пытаются раздавать путевки, воздействовать через, соответственно, производство, там вот как раз от профсоюза, пожалуйста, вот вам билет, но рабочие все равно не ходят. Тогда советская власть идет привычным путем. С одной стороны, создает театральные коллективы на предприятиях и поощряет за это. То есть вы мало того, что ударник, вы должны еще какую-то работу активную вести. Вот, например, в кружке самодеятельности. Вот готов рабочий театр. И создает как раз-таки сеть вот таких вот трамов. Трам расшифровывается «Театр рабочей молодежи». Театр рабочей молодежи, все это именно тогда процветает. Но с театром все равно было очень и очень сложно. Гораздо охотнее ходили в кино. 20-е годы – это эпоха расцвета советского киноискусства. Такие режиссеры, как Эйзенштейн, например, именно из этой эпохи. И фильмы, они и до революции их уже крутили, но именно тогда они становятся по-настоящему массовыми. То есть это уже довольно серьезные картины. Скоро в кино придет звук. Повествуют они в основном, конечно же, о революции. Вспоминаем «Броненосец Потемкин», вспоминаем фильм «Октябрь». Вообще часто фильм «Октябрь», кадры из него показывают как вот хронику штурма Зимнего дворца. То есть там матросы бегут, юнкера отстреливаются. Это все эйзенштейновский фильм «Октябрь». Помимо этого, советские режиссеры, Эйзенштейн, позднее там тот же Михаил Ром, они новаторы кино. Киноиндустрия тогда не то что зарождается, но на начальных этапах, и они очень много туда в плане методики, съемок, работы, монтажных приемов, они все это туда привнесут. И кино станет, конечно же, народным развлечением в советское время и, в общем, останется им до сих пор. Справедливости ради, крутили не только советские фильмы, западные фильмы в годы НЭПа тоже попадали. То есть советский зритель знал Чаплина, знал Фейербэнкса, Гриффитса и прочих. Так, ну, поработали немножечко, да, досугом начали, давайте и про праздники. Здесь шли тоже по принципу замещения. До революции все праздники религиозные. Понятно, это Рождество, Пасха, Вознесение и так далее. У советской власти было несколько своих праздников, но прежде всего 1 мая – это Международный день трудящихся, и это годовщина Октябрьской революции. С ними все понятно. Но старых-то праздников больше, и их тоже предлагалось заменить. Высказывались самые разные идеи, тем более, что народ от церкви не сразу отказывался. На Пасху все равно и в церкви ходили, и были народные гуляния, то есть это действительно такой вот общенародный праздник. Так вот, сначала предложили сделать радикально, просто все взять и заменить. Вознесение у нас станет днем интернационала, Духов день днем Кровавого воскресенья в память о расстреле рабочих, Преображение днем ликвидации белогвардейских мятежей, Успение днем пролетарской диктатуры и так далее, и так далее, и так далее. Это все сопровождалось большой кампанией, агитбригадами, соответственно, но все это не прижилось. Тогда пошли по другому пути, просто все религиозные праздники, они были забыты, их подвергли остракизму, скажем так, просто убрав из календаря, естественно, это были рабочие дни. Какое Рождество? На завод, пожалуйста. Очень интересна в этом контексте судьба Нового года. Точнее, Рождества, конечно, в Российской империи праздновали Рождество, а в 20-е годы пытаются Рождество подменить на Новый год, как бы, ну, какая-то дата, все-таки смена календарного года. Затем в начале 30-х уже во времена товарища Сталина от Нового года откажутся, его запретят, посчитают буржуазным, но к середине 30-х снова к нему вернутся. С 35-го года елки в Кремле, образ Владимира Ильича Ленина, который там, значит, согласно отдельным произведениям, детям лично в Сокольниках, значит, эти елки организовывал и вообще был большим другом детей. И вот Новый год останется, наверное, все-таки до сих пор самый популярный праздник, пожалуй. Если спросить, какой любимый, то все скажут день рождения, Новый год. Ну, в массе своей, разумеется. Наконец, отдых. Отдых, я имею в виду отпуска, путевки и прочее. Это, я думаю, узнали, да, это Крым, это «Ласточкино гнездо», конечно же, небезызвестное. Трудящиеся, как было прописано в Советской Конституции, имеют право на отдых. Отпуска были установлены, причем 14 дней. Первоначально был такой отпуск, потом будут меняться даты. Был и декретный отпуск в Советском Союзе, тоже нововведение, правда, всего 3 месяца.
3 месяца, а дальше уже как-нибудь самостоятельно, как получится. А здесь советская власть поступает изящно. Она создает целую сеть санаториев и курортов. Причем обычно для санаториев нужны сооружения, нужна инфраструктура. Все это обычно реквизируется, собственно, это бывшие усадьбы помещиков и владения каких-то богачей. А многие состоятельные люди в Российской империи ездили либо за рубеж, поезд Москва-Ницца ходил, либо в Крым. Крым очень популярное место, и он же станет, можно сказать, всесоюзной здравницей. Вот, например, санаторий, тут физкультурные занятия, это Ливадийский дворец. Это бывшая резиденция императора Николая II. Известно было и о том, что на курорты ездят не только отдыхать, но и лечиться, поэтому возникает и система санаториев. Вот здесь, например, у нас тоже это побережье Крыма, здесь у нас дамы принимают грязевые ванны, назовем это так, в оздоровительных целях. А тогда же, кстати, появляется разделение, любые места отдыха делились на 2 типа. Были общедоступные, а были ведомственные. То есть вот у нас Наркомат обороны, это военные, у них свой санаторий, и попасть туда могут только они. Все это закладывалось именно тогда, то есть было как бы для всех и было не для всех. Все это закладывалось тогда, и все советское время это будет существовать. Тогда же, да, зарождение пионерского движения, 25-й год, появляется лагерь «Артек». Уже почти 100 лет успешно существует и функционирует. Что ж, нет, это еще не конец, подождите. Сейчас хотелось бы поговорить о девиантном, необычном поведении. Потому что то, про что мы говорили с вами до этого, там одежда, отдых, работа, еда – это все норма. Но, естественно, существовали и отклонения об этой норме. Я говорю о вещах не вполне легальных. Это криминал, это алкогольные напитки, наркотические вещества, дамы древнейшей профессии и прочее. Об этом, я считаю, тоже необходимо рассказать. НЭП, несмотря на его гигантский экономический подъем, развитие, рост благосостояния, то есть людям стало что есть, куда ездить, что носить, это еще и очень криминальная эпоха. Первая мировая война, гражданская война, погибает огромное количество людей, распадаются семьи, на улицах тысячи и миллионы беспризорников. По отчету за 1923 год на территории СССР от 5 до 6 миллионов бездомных детей. Можете себе представить эту цифру, совершенно потрясающая и ужасающая цифра. У кого-то погибли родители там, от голода или на войне, как-то еще. Эти дети оказываются на улице, естественно, быстро сбиваются в шайки, банды, попрошайничают, воруют, нападают на прохожих. Проблема эта носит реально общесоюзный масштаб. Скажем так, ситуация настолько серьезная, что в 1923 году Владимир Ильич Ленин поручил заниматься этой проблемой. Они это обсуждали, естественно. Они это поручили товарищу Дзержинскому, председателю ВЧК. То есть основателю советских силовых структур, и, в общем-то, современных российских, можно тоже сказать. И вот Дзержинский, совершенно далекий от этого человек, казалось бы, становится лучшим другом всех советских, в основном, конечно, беспризорных детей. А Дзержинский действует так, как умеет, собственно, как он научился на оперативно-чекистской работе, а для детей создаются приемные лагеря, скажем так, где беспризорников отлавливают, отправляют туда, там отмывают, обследуют и затем отправляют в воспитательные дома. Условия там были не то чтобы сахар, конечно, вот сейчас покажу вам воспитательный дом, но гораздо лучше, чем на улице. Во всяком случае, голодная смерть детям там уже не грозила, а воспитывали их в основном как? У советской власти был ровно один метод. На самом деле воспитывали их через труд. Труд из обезьяны сделал человека, и из всех остальных тоже, разумеется, сделает. А Дзержинский бодро будет рапортовать уже при жизни, что проблему беспризорников он решил, однако в реальности все это затянулось, и масштабно удалось, скажем так, эту проблему решить только к началу 30-х годов, уже после НЭПа. Да, и, собственно, произведение «Республика Шкит», если кто-то не читал, оно как раз вот про этих самых детей, бывших беспризорников, которые теперь там воспитываются. Очень рекомендую познакомиться. А далее азартные игры. Надо ли говорить, что советская власть относилась к ним плохо? Я думаю, нет. Надо ли говорить, что в годы НЭПа они были? В 1922 году
в Советском Союзе появляется комиссия, тут потрясающее название сегодня, комиссия по борьбе с самогоном, кокаином и азартными играми, в скобочках, в частности, с лото. Тоже считалось азартным. Да, именно так. НЭП дает новое рождение азартным играм. Резаться в карты, естественно, и солдаты, и матросы, и другие советские граждане никогда не прекращали. Это понятно, но в 20-е годы появляются официальные игорные дома. Естественно, прибыль с них имеет в основном государство. Частников к этому не подпускают. Все частные подобные вещи вне закона, что, конечно, не мешает людям их посещать. Тогда же государство в том же 22 году берет в свои руки монополию на производство игральных карт. Я думаю, всем известная колода, знаменитые атласные карты, они производятся уже больше 150 лет. В России и советская власть, собственно, берет монополию, начинает их печатать, выпускать. Было 3 сорта карт, второй, первый и экстра. Там качество картинки менялось. И имеет с этого какие-то совершенно огромные деньги. Совершенно огромные деньги. Впрочем, игорные дома, естественно, выходят боком. В середине 20-х годов регулярно появляются статьи из разряда, что инкассатор Госбанка проиграл в рулетку 7 тысяч рублей. Причем явно не своих, а государственных. А еще там было 2 офицера советской армии высших, которые тоже проигрываются. То есть совершенно обычная история. Вместе с НЭПом, конечно, все эти игорные дома уйдут, но люди все равно продолжат играть. Еще один способ дохода для государства, что за здание, я думаю, узнаете? Ипподром, конечно же, ипподром, да, это государственные ипподромы. Скачки и до революции популярны, а в годы НЭПа возрождаются. Также все государственное, также все приносит деньги. Немного статистики занятной. По опросом на одном из московских заводов, проводился он в течение полугода, с 24 по 25 среди рабочих. За это время примерно 5 тысяч человек посетили выставки рабочих, я имею в виду. Танцы около 14 тысяч, а ипподром почти 60 тысяч человек. То есть народ приходит, народ азартный, народ ставит. Более того, если до революции все-таки казино, назовем их, рулетки и прочее, это все популярно в основном у дворян, у богачей, у буржуа, то тут сюда начинают активно ходить рабочие. Они считают, что таким образом они к этой буржуазной культуре приобщаются. Раньше их приличные места, дескать, на порог не пускали, потому что, извините, морды не вышли, а теперь, пожалуйста, только деньги приноси. Это, конечно, тоже был серьезный удар, после которого все азартные игры официально, во всяком случае, запретят. Хотя ипподромы останутся и благополучно просуществуют с тотализаторами, со ставками. Все советское время они будут существовать. Как прийти в какое-нибудь казино и не выпить? Алкоголь. Еще одна любопытная тема. Владимир Ильич Ленин лично, что очень важно, потому что Ленин считался непререкаемым авторитетом, он лично очень негативно высказывается об алкоголе. С началом Первой мировой в Российской империи сухой закон, и в принципе до 20-х официально страна не пьет. Это официально. Ленин говорил про алкоголь, что в отличие от капиталистических стран, которые пускают в ход такие вещи, как водку и всякий дурман, мы этого не допустим. Как бы ни были выгодны для торговли, но то есть спиртные напитки приведут нас назад к капитализму. Не допустим, конечно. Именно так. Неоднократно выпускались декреты о запрещении, нераспространении и прочее. Однако народ-то у нас такой, народ привык выкручиваться. Тут, например, пьют под портретом Ленина прямо, который алкоголь осуждает. Народ привык выкручиваться, естественно, с запретом на сцену выходят, скажем так, нелегалы, самогоноварение, что исторически в сельской местности процветало, да и в городах тоже все это используется. Уже тогда начинают пить разные жидкости, которые, в общем-то, не характерны для употребления, но содержат в себе спирт. Видя такое безобразие, государство реагирует. Вообще советская власть, как и многие до нее, и многие после, с алкоголизмом исправно боролась. Все 70 лет боролась и исправно всегда проигрывала. По одной очень простой причине. Торговать спиртным безумно выгодно. Акцизы и прочее, то есть налоговые поступления, это перекрывает любые, скажем так, риски и любые речи о том, что мы этого всего не допустим. Уже 26 августа 23 года, это еще при жизни Ленина, который это все осуждал, выпускается постановление в ЦИКа о возобновлении торговли, производства и торговли спиртными напитками. Возвращаемся к нашему любимому Моссельпрому. Пожалуйста.
Трехгорное пиво, шикарная реклама, выгонит вон ханжу и самогон. То есть вместо того, чтобы пить какой-то вот паленый непонятный самогон нелегальный, лучше пить пиво. Такая вот заместительная терапия была в то время. И вот тут слева можно увидеть марки, собственно, какое пиво тогда уже производилось. Ну, как известно, от пива до вина, а дальше и до водки буквально один шаг. Вот еще любопытный агитационный плакат, собственно, борьбу с самогоном. А при этом большевики, судя по всему, на первых порах всерьез считали, что высокое употребление спиртного – это все пережитки вот этого костного прошлого. Люди просто еще, понимаете, несознательно, они еще не перевоспитались, а когда перевоспитаются, тут же пить перестанут. Поэтому мы сейчас пока разрешим, а потом само на нет. Никто не будет вообще пиво, водку покупать, ну кому это надо, правда. После разрешения, кстати, продажи сначала пива, а потом вина, органы, милиция, ВЧК начали регистрировать интереснейшие случаи. 23-й год, в дни зарплаты, когда рабочие выходили с предприятия, массово у проходных начали скапливаться женщины и дети, то есть жены и дети этих рабочих, потому что чтобы отец семейства, который, значит, деньги получил, нес их в семью, а не куда-то там вот в кабак. Для понимания картины, вот, например, чайная того времени, это называется именно чайная. Обратите внимание, вот за спиной, да, у нее явно бутылки именно с чаем. Но в 23-м году были еще цветочки, ягодки начнутся чуть позже. А уже через год, в 24-м, разрешат производить виноградные вина, то есть вино вернется официально, и тогда же появится рыковка, так называемая. Рыковка – это крепкая настойка, сродни водки, чуть послабее, около 30 градусов. А по воспоминаниям, да, это уже было серьезным шагом, но настоящий праздник начнется чуть позже, потому как 1 октября 1925 года советское правительство сдастся и объявит о свободной продаже крепкого спиртного. То есть стало можно все. Всего за несколько лет прошли путь от ничего нельзя до можно все. По легенде, и фото это подтверждают, на улицах городов реально царило какое-то буйство. Народ ломанулся за этой самой водкой и активно начал ее, прям не отходя от кассы, употреблять. Да, появились тогда же, чтобы хоть как-то все это безобразие упорядочить, и новые стандарты тары. До революции были свои мерки, они современно не совпадают. Тогда же появилось 0,1, я имею в виду объем 0,25 и 0,5. 0,1 называли пионером в народе, 0,25 комсомольцем, а 0,5? Нет? Как? Октябренком? Нет, еще... Партийцам, да, абсолютно точно, партийцам. Если мы посмотрим на статистику, то увидим, что да, за 10 лет, действительно в годы военного коммунизма, да, народ пил очень мало, но за 10 лет вот это все возросло буквально в 20 раз, получается, и потом продолжит расти. К 60-м употребляли уже 6 литров, это все в пересчете на чистый спирт на человека в год. То есть мы берем все население Советского Союза, включая женщин, стариков, трезвенников, язвенников и прочих, и рассчитываем на них. Получаем, что в среднем советский человек выпивал 4 литра в 29 году, около 6 в 60-е и около 12 к началу 80-х. Но чтобы вы не обольщались особенно, я скажу, что сейчас в среднем приходится около 14-15 литров на человека. Сейчас мы пьем, население, я имею в виду, пьет еще больше. Так что советские граждане по тем временам были просто образцами трезвости. Сухой закон, который некоторое время все-таки был, способствовал распространению, революция, весь тот бардак с гражданской войной способствовал распространению такого явления, как наркомания и наркотики. До революции, что любопытно, наркотики делились, с позволения сказать, по слоям, по сословиям. Да? Врачи, вспоминая все того же Булгакова преснопамятного, употребляли морфий чаще всего. У него есть такое произведение. Солдаты, матросы что-то подешевле. В основном это был гашиш, либо опиум. Элита же предпочитала кокаин. Комиссия по борьбе, мы помним с вами, да? Соответственно, в год сухого закона, когда еще алкоголь не начали активно продавать, только пиво, а НЭП уже был вовсю, то есть появляются международные связи, возникает международная торговля, кокаин потек в Советский Союз рекой. В общем, потек в большом количестве, скажем так. Причем до 1925 года в Уголовном кодексе СССР вообще не было никакого запрета. Вы могли совершенно легально прийти и
приобрести, собственно, эти самые запрещенные ныне вещества. Причем продавали их обычно те самые папиросники, зефирщики, о которых я говорил. То есть представьте себе, идете вы по улице, по городу, там лоток, где продают папиросы и еще кое-что. Назовем это так. Только к концу 1924 года советское правительство этим озаботилось, скажем так, были выпущены соответствующие запреты, и стали тогда же в 1924-1925 годах появляться первые, ну, назовем их наркодиспансеры для зависимых, причем изначально это было все сугубо добровольным. То есть человек сам должен был признать, что у него есть проблема, прийти туда и попасть на лечение. Очень быстро поняли, что так это оно не работает, и все это стало добровольно-принудительным, а вот эти вот первые лечебницы превращаются в такое советское явление, как лечебно-трудовые профилактории. Наркоманов, как и беспризорников, как и дам легкого поведения, лечили трудом. 7 бед, лекарство было ровно одно. Ровно одно. Ну и, наконец, последнее, но не по значению, это, конечно же, древнейшая профессия. До революции, как мы знаем, вся эта история была абсолютно легальной. Были даже удостоверения и прочее. А во времена НЭПа, открою вам секрет, это тоже было легально. Никаких запретов, как и в случае с наркотическими веществами, не было. Когда надо было этих дам привлечь к ответственности, назовем это так, то им вменяли обычно какую-нибудь другую статью. Потому что поймать и притянуть что-нибудь, пожалуйста. Активно, поскольку у нэпманов появляются деньги, у них появляются и любовницы, это вполне понятно, активно развивается, например, институт содержанок. Этот институт, а также большим спросом начинают пользоваться места для свиданий. Сейчас это называется лав-отели, кажется, что-то в таком роде. Тогда же это называлось, соответственно, дома свиданий, да, дома терпимости, по-разному. Вспоминаем все того же Петь Булгакова, много его сегодня. «Зойкина квартира». Произведение это ровно как раз об этом, где дама открывает швейную мастерскую, как бы в качестве ширмы, а реально это дом для, скажем так, встреч. Причем явление это очень быстро, я имею в виду дам легкого поведения, оно очень быстро принимает совершенно угрожающие масштабы. Возвращаемся все к той же статистике, 24 год. Опрос в Москве, на фабриках, на производстве, а также в различных конторах. В среднем оказывается, что 61% мужчин пользуются такого рода услугами. Это среди рабочих, среди клерков, ну, тех, кто занимается бумажной работой, процент чуть поменьше, всего 53%. То есть цифры совершенно поражающие и ужасающие. Однако, повторюсь, да, из любопытного, если все-таки, так сказать, человека задерживали и уличали его в подобных совершенно непристойных связях, в первую очередь, как вы думаете, что спрашивали? Правильно, партийность, абсолютно точно. И последствия для человека могли быть самыми разными. Если это какой-то рабочий, а то еще и ударник, то этот человек ценный, это наш человек, он оступился, мы его прощаем. Если это какой-то нэпман, то есть чуждый элемент, или даже высокий какой-то руководитель и чиновник, то тут последствия могут быть очень и очень грустными. То есть такая вот обратно пропорциональная связь. Чем выше ваше положение, тем для вас эта история опаснее. На низшем уровне, повторюсь, это практиковалось активно, и здесь советская власть пыталась бороться сначала внушением. Вы, наверное, уже обратили внимание, что сначала правительство действовало, пыталось как бы человека увещевать, убедить ненавязчиво, а к силовым методам переходило чуть позже. Идея заключалась в том, что вот эти дамы легкого поведения, они, конечно, оступились, но они точно могут исправиться и больше того хотят. Они точно хотят разорвать этот порочный круг, и их надо просто социализировать. Появляются дома, учреждения, скажем так, точно такие же лечебно-трудовые для дам легкого поведения. То есть для наркоманов, для беспризорников и вот для дам они тоже были. И тоже до конца НЭПа они были, что называется, добровольными. Женщина должна была туда прийти, отречься от своих, так сказать, заблуждений, да, и начать новую жизнь, а государство ей в этом помогало. Более того, у завязавших дам, назовем так, у них были льготы. И они могли получить работу, например, им давали комнату, им обеспечивали бесплатное лечение. Как бы это странно ни прозвучало, многие
немногие, некоторые, они буквально приходили, заявляли, да, что вот я такая нехорошая, но я готова исправиться, мне нужна комната, работа и лечение. Желательно. Такая вот практика имела место. Потом это, конечно, все к концу НЭПа, вместе с НЭПом, во-первых, упадет довольно сильно спрос на подобные услуги, хотя и останется. Все это было в Советском Союзе. А во-вторых, да, начнут бороться гораздо жестче. Что здесь можно сказать? Наверное, надо подводить итоги. Меня просили вас долго не мучить, скажем так. НЭП – это очень яркая эпоха, к сожалению, непродолжительная. И более того, на фоне всего того, что было потом, я имею в виду 30-е годы, сталинский СССР, затем война, Вторая мировая, Великая Отечественная, позднее оттепель, в общем, все закрутилось. Вот этот вот каток 20 века, и на его фоне НЭП кажется каким-то вот забытым. Такой вот забытой эпохой. Действительно, к 28 году НЭП в кризисе. Первоначальные успехи, вот эти восстановительные процессы экономики, высокие планы, выход на дореволюционный масштаб производства, это все сменится кризисными явлениями, не в последнюю очередь из-за того, что к концу 20-х начнется мировой экономический кризис. Знаменитая Великая депрессия в Штатах, это все тоже скажется. На Советском Союзе в том числе, он, конечно, не так сильно был связан с экономикой мировой, но все-таки был определенно. Так вот, параллельно с этим ведь идет и внутрипартийная борьба. В 20-е годы советская номенклатура, высшие чины, они между собой за власть соперничают, и победит в ней, как мы прекрасно знаем, товарищ Сталин. Собственно, поэтому его лицо на транспарантах. И товарищ Сталин решит, что с вот этой вот историей, вольницей НЭПа, да, с этим вот недокапитализмом, с ним надо заканчивать. А тут еще как раз и кризис подоспеет, кризис хлебозаготовок, все это станет великолепным поводом для того, чтобы НЭП свернуть, чтобы от него отказаться. А вместо этого советская власть перейдет ко всем нам известным и горячо любимым пятилетним планам. Пятилетним планом, и в рамках этих пятилетних, один раз даже семилетних планов будет существовать уже вплоть до самого конца советского строя. То есть так закончится одна эпоха и начнется уже совсем другая. Но это, как обычно говорят, совсем другая история.